Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если на метафору карт переложить какую-то вашу ситуацию и допустить альтернативные варианты развития событий, я думаю, подсказки будут. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И эта неделя, как и последующая, то время перед коридором затмений до 25 марта. Это могут быть такие вопросы, которые где-то нас заставляют принять либо важное решение, либо с чем-то определиться, может быть, и адаптироваться, мои дорогие, к какой-то ситуации. И это все происходит еще одновременно на фоне того, что эмоциональные качели где-то нас самих могут одолевать, правда, эмоции могут захлестывать. Так еще и мы с людьми сталкиваемся, а у людей это тоже вот такое эмоциональное окрашивание или психологическое своеобразное восприятие. То есть вот мы должны быть готовы к тому, что где-то с нами могут спорить, не соглашаться, и мы-то сами тоже. И все зависит от того, как мы сумеем договориться или выйти сухим из воды, правда, какую-то ситуацию не раскачивать, да, дальше, а оставить ее, если чувствуем уже, что мы не сможем найти какой-то общий знаменатель, тогда оставить все как есть. Выйти из игры как будто, может быть, тоже будет актуально. Но давайте мы посмотрим. В разрезе этой недели традиционный наш еженедельный прогноз подразумевает два вопроса. Неожиданности возможные и что важно знать. Что скрыто, еще тоже узнаем. Итак, что для вас, мои дорогие стрельцы, с 4 по 10 марта? Что важно знать? Чего не избежать? Неожиданности, с чем вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что вам может помешать, как видят карты? А что же вам будет помогать? Давайте узнаем, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения или кто-то скрывает. Дела, работа, бизнес, энергии посмотрим. Энергия финансов на эту неделю. И личная жизнь. Итак. Карта старшего аркана Иерофант. Что важно знать, все должно быть по закону, все должно быть согласовано. Согласовано может быть с учетом правил, норм, регулировок, традициям, кстати, той страны или местности, в которой вы находитесь. По этой карте мы готовы учиться. Учиться, кстати, на чужих ошибках, не на своих. Правда, это подразумевается. Недаром у нас кот такой мудрый показан. И два маленьких котенка слушают, как будто ту науку, которую он вам преподает. И если буквально вы сталкиваетесь с каким-то делом или вопросом, то нужно найти информацию, как, допустим, подобную ситуацию решали другие люди, как будто просчитать что-то. Это карта уверенности, надежности. И все то, что надежно, как и людей это касается, так и какого-то вашего дела, продвижения, ваших задумок. Это должно быть с прицелом на далекое будущее. Или то, что уже вы делаете наверняка. То, что завтра не обернется каким-то неприятным сюрпризом. Правда, вот тут нужно просчитать. У кого-то это могут быть как личные отношения. Иногда по карте Иерофант проходят как раз вот те самые брачные церемонии, если мы говорим о традициях. Кто знает, может быть, это предложение для кого-то руки и сердца. Или вы собираетесь его делать. Почему нет? Перевести отношения на новый уровень. Или вообще карта говорит о том, что все же это статусная карта. И вы захотите или уже, может быть, движетесь в этом направлении, когда вы хотите нового статуса, нового окружения, нового социума. Вполне вероятно. Надежная карта. Неожиданности. Вторая карта. Маг. У многих на эту неделю знаков зодиака, вот сколько я сделала прогнозов, у многих из знаков, повторюсь, много старших арканов. И значит, я могу предположить, либо какие-то новости будут у нас у всех, или, может быть, обстановка таким или иным образом может меняться, или мы словно прозреваем, да, видим, до этого мы, и отмахиваться могли, не замечать словно что-то. А здесь вот есть какая-то конкретика, которую мы узнаем на этой неделе. И это как отправная точка последующих наших решений и действий. Потому что старшие арканы, когда они выпадают, и тем более
не по одному-двум, а когда у многих знаков зодиака выпало сразу по несколько у старших арканов, у вас уже сразу два, первые две карты. Поэтому нужно быть внимательному к обстоятельствам, к обстановке, а это все формирует какую-то вашу реальность. По старшим арканам это не все от нашего желания зависит, но направления какие-то скорректировать, как будто мы должны или воспользоваться тем, что приходит на наш порог, или в наше информационное пространство, карта мага, вы сами можете столкнуться с человеком, который искусный манипулятор. Все-таки этого отрицать я не могу. Но и вам самим сильная позиция все же впереди, иерофант карта. Тут есть какая-то удивительная возможность для себя сделать что-то, ну, очень хорошо. И может вопрос касаться любой сферы жизни. Может быть и денег, кстати, с учетом карты иерофанта, или получение новой должности, построение карьеры, где-то вашей популярности, возможностей поменять свой действительно социум или где-то вот ступень вот этой иерархии тоже сменить. И по карте маг, да вообще нет ничего для мага невозможного, я бы сказала. И даже если обстановка вокруг вас складывается, ну, как-то турбулентно, непонятно, или быстро меняются события, приходят какие-то новости, у вас для этого сильная позиция, чтобы для себя что-то сделать с большим плюсом, мои дорогие. Правда, шикарные возможности. Чему сейчас не время, так выглядит у нас королева жезлов. По королеве жезлов это те проходят люди, и неважно, кто смотрит, мужчины или девочки. Это та, которую жизнь как будто прежде уже ставила на колени, но она каждый раз подымалась. Почему? Она надеется сама на себя. Это сильная, опять же, позиция, чему сейчас не время, если мы говорим королеву жезлов, не только притягательность какая-то, да, магнетизм отличает. И вы, мои дорогие стрельцы, вы люди яркие, открытые, и оптимизмом своим как раз вы можете привлекать к себе самых разных людей. С вами может захотеться находиться, потому что, ну, словно люди напитываются вот этой вашей доброй энергией. Но королева жезлов умеет хранить молчание, секреты свои и чужие. И это срабатывает где-то в плюс. Она не торопится оповещать всех, что она собирается делать. Вот вам будет помогать молчание буквально, когда вы где-то не проболтаетесь. И правда, карта мага. Даже если вы столкнетесь с такими магами, волшебниками, условно говоря, людьми, которые очень умеют правильно работать как и с информацией, так и знают психологию человеческую и могут, ну, где-то так вот на ниточках чувств поиграть, то и вы-то где-то в этих же энергиях, в той же как бы монете можете отдать этому подобному человеку. И значит, если жизнь не оставляет ничего другого, как игра по каким-то чужим правилам, значит, ваша партия будет блестяще выполнена благодаря тому, что вы умеете анализировать. Ну, как удача мы говорим, да, успех любит тишину, поэтому умейте хранить тайны, умейте о себе не рассказать больше, чем следует. Это все то, что вам будет помогать, а будет мешать, если вы захотите на своем настоять или будете доказывать, что ваша точка зрения, она единственная правильная. Здесь нет, маг никогда не доказывает. Иерофант тоже это иерофант, с ним как бы и не спорят. Это абсолютный статус такой, да. Но вы же можете столкнуться с разными людьми. Вот поэтому где-то берегите себя. Что же вам будет помогать? Здесь еще один старший аркан, колесо фортуны. И вам эта фортуна как будто будет помогать. Или обстоятельства, вот я уже о чем говорила. Значит, на этой неделе сложится такая ситуация, которая перед вами может открыть новые возможности. Или словно подыгрывать вам с чем-то, давая фору вперед. По этому аркану мы не надеемся все-таки на его величество случай. Надеемся сами на себя. И если, когда мы полагаем, что, правда, жизнь не бывает полностью предсказуема, но я готов где-то к тому или готова, что если мне подвернется удобный момент, я его использую. Вот здесь что-то подобное может быть. Поэтому есть взаимосвязь все же с той обстановкой, в которой вы находитесь. Но то, что возможности будут, это определенно. Что же скрыто, давайте мы с вами узнаем. Еще один старший аркан.
Вы знаете, вас как будто люди не должны читать словно открытую книгу, когда могут ваши планы, правда, вот все то, что я уже говорила, просчитать наперед. Или, ну, как, знаете, манипулировать вами, дергая за те или иные веревочки, чтобы вы согласились на какое-то дело. Конечно, скрыто. Тут это аркан справедливости. Он всегда несет в себе смысл причины и следствия. Могут быть те вопросы, которые вы прежде, к примеру, вы кому-то помогали, и здесь тогда пространство вам словно отдает долг, да, может быть, не руками тех людей, которому вы оказали помощь, руками других людей или удачным стечением обстоятельств, такое может быть. Ну, а увы, если мы что-то сделали не очень хорошо, здесь мы можем уже думать и сами по себе, какие действия предпринять. Но когда выпадает этот аркан, я всегда предупреждаю, что нужно быть внимательным. Даже дорогу следует переходить не там, где всегда, а там, где положено по закону, по знакам. Или, если вы за рулем авто, не превышайте скорость. Сам по себе закон нужно уважать. И, кстати, у вас справедливость и иерофант, правда? Как ты отмерил, так тебе отмерено будет. И по карте есть еще и такой пункт, что нужно обязательно быть честным самим собой. Не делать что-то на автоматизме. Видеть ту правду, которая в реальной жизни сложилась на данный момент. Не думать, что ну, как-то вот вдруг ситуация изменится. Она может измениться, но не факт, что со знаком плюс. И где-то быть готовым к неожиданностям как раз, чтобы себе не помешать. Поэтому и делать по закону все, где-то проверять себя, может быть, найти информацию, обратиться к юристам. Если правда у кого-то из вас вопросы с слушанием в судах связаны, значит, четко понимать, каковы мои приоритеты или в чем я могу получить какой-то минус. Понимаете, тут не замечтаться все-таки будет очень важно. У вас в неожиданностях маг. Значит, любая ситуация где-то может быть. Все просчитать, мои дорогие. И не согласиться, наверное, на то, что в последующем для вас, знаете, как вернется данностью или вопросом, который придется решать в одиночку. Есть такая тема у вас на этой неделе, когда обстоятельства могут быть превыше вас. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Ну вот нам вторит как раз карта паж мечей, и тут одно только значение. Ну, как будто докопайся до истины, до правды. Разберись, что есть по факту. Не думай, что какой-то вопрос решится сам по себе. Будь более рациональным, будь логиком. Доверяй где-то с одной стороны своей интуиции, но и проверяй буквально, где ты поставил печати, где ты поставил подписи. Или как, повторяясь уже в отношении вас, работает тот или иной закон. Вы должны знать правду. Вот основа этой карты. Финансы. Семерка жезлов. И здесь больше воздействия на вас. Либо вас к чему-то приобщить, или чтобы вы на что-то согласились. А карта, которая у нас лежит, чему сейчас не время. Не время кому-то давать обещания, не время торопиться вообще куда-то. Тут больше молчание нам помогает, не включение в какой-то вопрос и нейтралитет. И за это время обдумывать свои позиции. Буквально семерка жезлов– это всегда чей-то интерес больше, чем наш собственный. Но про взаимодействовать с людьми, чтобы не увеличить дистанцию конфликта, чтобы с кем-то не поссориться. Да, по этой карте эта карта соревнования, она подразумевает, что у нас достаточно сил парировать, что-то доказывать, но вопрос целесообразности, а надо ли, он стоит на первом месте. Личная жизнь. Вот смотрите, и девятка жезлов. Сил будет достаточно, правда? Позиция сильная. Но по этой карте три момента. Первое. Вас ничто не должно застать врасплох. И эта карта больше обороны. Как будто есть такой забор, да, который он не охраняет. Но это вы, может быть, так себе должны видеть обстоятельства, которые разворачиваются вокруг вас, словно через призму ваших интересов, потому что откликаемся. Либо что-то угрожает, либо не должны упустить каких-то возможностей. Во всех остальных случаях наблюдать нам предлагает эта карта. Пусть это выпало на личную жизнь, и здесь вроде как колесо фортуны помогает,
но не совершить прежнюю ошибку. Вот в чем весь вопрос. И обратите внимание, во всех классических колодах Таро обычно изображен персонаж с перевязанной головой. И здесь у нас котик милый, тоже с перевязанной головой. Где-то он уже прежде ошибок натворил, или дров наломал, или грабли где-то нашел. И вот прежнюю ошибку мы не должны повторить, как будто прежний опыт нужно оставить без эмоций. И правда, еще раз поторопившись куда-то, не попасть в какую-то минусовую ситуацию. С одной стороны, вроде что-то для вас складывается со знаком плюс, но есть в это, знаете, как медаль с двумя сторонами. Одна сторона может быть как выигрышная, а вторая может быть и проигрышная. Как эта рулетка судьбы, хоть вам и помогает, но значит от вашего правильного взаимодействия с обстоятельствами, с людьми, с возможностями будет зависеть ваш результат. Позиция у вас сильная, но, наверное, отталкиваетесь от всего того, что по закону правильно, что по системе иерархии предусмотрено. Сами по себе или самим по себе следует уважать эту систему иерархии, закона и традиций, не идти как будто против течения, не идти против тех установок общества, которые есть, существуют в той местности, где вы находитесь, не осложнять себе жизнь где-то, мои дорогие, и не пытаться кому-то что-то доказать. В очередной раз повторяюсь, если видите, что не можете парировать, нет каких-то аргументов, или люди, обстановка сложная, храните молчание. Ваша задача вот как будто закон и порядок, и умелое взаимодействие со всем тем, что приходит на ваш порог. Правда, наблюдать как будто придется, возможности будут, но не расслабишься. И про любовь ни одной карты нет, хотя, может быть, я сказала, у кого-то ситуация именно касаемая личной жизни, но тогда я могу предположить, что вокруг какие-то есть детали, которые вы не можете сказать, я буду думать об этом завтра. Сложные карты достаточно, мои дорогие стрельцы, и много старших арканов. Правда, обстоятельства влияют, но и вам, может быть, где-то придется взаимодействовать вот с этой костной, я бы сказала, даже средой. И, может быть, как экзамен не повторить какую-то прежнюю ошибку, вы можете словно сдавать на этой неделе. Помните, карта мага, у вас много возможностей. Главное соблюсти все, чтобы было по закону. А все, что по закону допускается, значит, будет как раз согласовываться с вашей сильной позицией и с какими-то новыми вариантами возможностей. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.